Приветствуем всех подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, сегодня 1 января, сегодня первый день нового уже 2024 года. Мы всех поздравляем с Новым годом, желаем всем здоровья, счастья, благополучия, достатка. Пусть в вашей жизни будут радостные моменты, пусть Вселенная, высшие силы, ваши ангелы-хранители вас оберегают, вам помогают и направляют на путь истинный. Кто сейчас оказался в той сложной ситуации, пусть вам Бог вас оберегает и откроет глаза на те вещи, почему вы находитесь именно в этой ситуации, именно в этой точке нашей планеты. И пусть все ваши мечты осуществлятся. Мы надеемся, что 2024 год для многих людей станет годом перемен, годом ярких событий. И мы надеемся и верим в то, что те изменения, которые уже происходят сейчас на нашей планете, вы с легкостью их примете. Поэтому, если в вашей жизни будут происходить те или иные события, пожалуйста, не идите назад, идите только вперед. Даже если будет это сложно, и вам придется что-то потерять материальное. Вы должны понимать и то, что мы пока держимся за материальное, мы ничего не можем иметь. Но как только мы с легкостью принимаем те мыслимые и немыслимые блага от космоса, от Вселенной, от Бога, от высших сил, в нашей жизни все происходит по-другому. И появляются и возможности, и люди, и контакты. Поэтому с новым 2024 годом. Девочки и мальчики, обязательно сегодня в этот день умойтесь водой. При этом эту практику, о которой мы с вами далее поговорим, она очень важна, потому что с помощью воды вы можете смыть любой негатив, вы можете убрать любое зло из вашего сердца. И именно вода, вы знаете, она имеет великую силу. Она может помочь любому человеку. Да и каждый из нас, друзья, состоит из почти 90% из воды. Только мы на это не обращаем никакого внимания. Поэтому в этот день обязательно проведите практику с водой, обязательно умойтесь и скажите волшебные слова. Но об этом немножечко чуть позже. А сейчас давайте проговорим, что же нас с вами ожидает в этот день. Вы знаете, сегодня, друзья, 1 января, и обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами понедельник, еще и начало новой недели. Все мы сегодня с вами отдыхаем, как правило. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами 20 и 21 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Дева. На какие события и моменты обязательно вам стоит обратить внимание? Дело в том, что сегодняшний день, он связан больше с духовным преобразованием, с преодолением сомнений и познанием космического закона. Конечно же, это все очень сложно объяснить за 1 минуту, но вы должны понимать и то, что мы с вами входим в новый этап. При этом не только каждый из нас перелистнул страницу своей жизни, но и также и наша планета. Поэтому старайтесь жить в гармонии, жить в понимании того, что вам нужно. И вы должны понимать и то, что сегодня могут быть у вас какие-то сомнения в понимании того, как вам дальше жить, как вам дальше двигаться. И здесь ваша задача слышать себя, слышать свое сердце, потому что оно вам может много чего подсказать и направить на путь истины. А это очень-очень важно. Также сегодня день духовного роста и преобразования своей личности. Но чтобы это произошло, вы должны истинно этого желать и хотеть. Не у каждого это получается, но каждый из нас рано или поздно к этому придет. Кроме того, у некоторых людей сегодня будут приходить озарения, и вы можете увидеть мир в новом свете. А также очень важно, чтобы вы написали или даже сами себе проговорили, что вы желаете иметь в своей жизни, на что вы хотите увидеть, где-то попробовать путешествовать. Здесь от каждого из вас зависит. Главное проговаривать. Сегодня достаточно сильный по своей энергетике день. Не потому, что это 1 января, начало нового года, но и также этот день, когда каждый из нас отправляет посылы во Вселенную. Каждый из нас загадывает самые сокровенные желания. Вот эта энергетика, эти вибрации, они очень сильно работают и влияют на каждого человека.
Также сегодня этот день, он очень удачен для абсолютно любого дела. Конечно же, встречая Новый год, мы все сидели за столом. И сегодня многие допоздна отдыхают, но это нормально. Старайтесь как сегодня можно больше получить положительных эмоций. Старайтесь мне как можно говорить о любви, признаваться о любви, говорить только добрые, созидательные слова. Это очень важно. Старайтесь сегодня как можно меньше видеть людей, которые могут нести негатив, которые могут нести зло в вашу жизнь. Также сегодня хороший день для решения любых финансовых вопросов. Кто-то скажет о том: боже, но сегодня же выходной день, о чем вы говорите? Вы должны понимать и то, что деньги – это в первую очередь энергия, и вы сами для себя, возможно, сегодня примете какие-то решения, и это будет нормально. Возможно, придет какое-то озарение, и это также прекрасно. Также сегодняшний день будет удачным для деловых людей, поэтому если вам сегодня звонят ваши какие-то партнеры потенциальные, кто-то предлагает вам сотрудничество, обязательно рассматривайте эти предложения, не закрывайтесь в ракушке и не думайте о том, что мне это не нужно и не интересно. Друзья, мир очень сильно меняется, и нужно идти в ногу со временем. Также сегодня хороший день для любых торгово-денежных операций, для общения с руководством. Также сегодня день, который подходит для командировок, для смены работы. Обращаем ваше внимание, что вы всегда все можете изменить в своей жизни, и 1 января этому не ограничение. Сегодня очень важно общаться со своими близкими и родными людьми, обязательно с единомышленниками, с теми людьми, которые вас понимают, которые вас поддерживают. Также сегодня старайтесь быть общительны и открыты. Ну а если вы сегодня решили выяснять отношения, спорить, скандалить, ругаться, то этого делать сегодня точно не стоит, потому что бумеранг вернется к вам, придет в тот момент, в тот день, когда вы этого просто будете не ожидать. Что же касательно здоровья, обращаем ваше внимание, что в этот день может случиться травмы и существует опасность для позвоночника. Поэтому все-таки немножечко будьте сегодня осторожны, особенно в тех регионах, где гололед, где снег, потому что вы знаете, что это такое. Также сегодня старайтесь не переедать. Конечно же, 1 января все пытаются друг друга угостить, напоить вкусным чаем и так далее, но все-таки не переедайте. Наше тело – это наш аватар, который нужно любить, ценить и уважать. Также старайтесь сегодня не есть много мяса. Мы не говорим, что его не нужно есть. Если вы любите и желаете, да, конечно, но старайтесь немножечко меньше, чем обычно. И, конечно же, не напрягайте свое зрение. Что же касательно стрижки волос, обращаем ваше внимание, что в этот день, 1 января, стричь волосы нежелательно. Почему? Может возникнуть отвращение к жизни. Также обращаем ваше внимание, что сегодня старайтесь не тратить свою энергию на какие-то пустяки, на какие-то сплетни, на какие-то разговоры. Наоборот, старайтесь сегодня созидать, что-то планировать, о чем-то мечтать. Это очень важно. Также обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо начинать любое дело, потому что оно обязательно будет иметь и успех, и удачу, и вам это действительно вас вдохновит и поможет вам. Но в этот день, 1 января, старайтесь убирать из своей жизни гордыню, высокомерие, брюзгливость. Это очень сложно, потому что все мы люди, и все мы имеем свои какие-то небольшие грешки, какие-то эгоистичные моменты, и мы считаем, что мы правы и так далее. Но помните о том, что, еще раз повторимся, что мир меняется, и он очень сильно меняется. Вы уже пишете в комментариях, что ой, у меня это произошло, ой, а вы говорили, а вот это, оно вот так и наступило. Вот так и будет происходить, только одни это видят, а другие закрываются. И чем больше вы закрываетесь от внешнего мира и считаете, что это не ваша вот именно энергия. Если мы говорим об информации, которая к вам поступает, особенно негативная, конечно же, от нее нужно закрываться, убирать ее из жизни, потому что очень много идет
негатива, идет фейка так называемого, то есть того, что не существует. Но именно эта информация и засоряет ваше энергетическое поле. Это нужно понимать, девочки и мальчики, и осознавать. Ну, а другое дело, нужно идти в ногу со временем. Даже если вам это и сложно, вам тяжело ввиду определенных обстоятельств, знаете, только вы можете сами для себя решить, вы готовы двигаться дальше или нет. Также сегодня хорошо заниматься, друзья, любыми денежными операциями. Да, 1 января, как бы выходной день у многих людей, но все же мы вам даем подсказки для тех, кто понимает, о чем мы говорим. Далее, друзья, касательно общения с начальством, обязательно поздравьте сегодня свое руководство, начальство. Даже если у вас в прошлом году были какие-то перипетии, были ссоры, скандалы, где-то было непонимание. Дело в том, что мы все с вами люди, и если рассмотреть, то наше начальство – это наши в какой-то степени учителя, наши партнеры и наоборот. Поэтому благодарите за те уроки, за те знания, которые даются вам, вне зависимости, они тяжелые или легкие. Также сегодня хорошо и менять место работы, поэтому, пожалуйста, меняйте. Мы желаем вам только в этом удачи. Что же касательно недвижимости, сегодня идеальный день для любых операций с недвижимостью. Вы знаете, есть люди, которые 1 января готовы смотреть недвижимость, готовы подготавливать документы для продажи или для покупки. И это очень важно, потому что когда вы занимаетесь это в определенные лунные дни, то, знаете, у вас это все достаточно легко и просто проходит. Также, что касательно зачатия, то по лунному календарю сегодня зачатие крайне нежелательно. Если мы говорим о физических нагрузках, то они допустимы, но главное, чтобы вы не переоценивали свои силы, потому что нужно помнить об этом и не перегружать свой организм. Также сегодня прекрасный день для всех домашних дел, в том числе и работ по дому. Что же касательно снов, то сны могут предоставить вам возможность увидеть себя со всех сторон. Как правило, сновидения сбываются. Обращаем на это ваше внимание. Теперь давайте поговорим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 1 января. Итак, друзья, выпала карта, которая звучит следующим образом. Полагайтесь на поддержку Бога и ангелов. Дело в том, что вы должны сами для себя осознать и понять, что есть вы, есть высшие силы, которые всегда с вами. Вы можете называть это Богом, высшими силами, Вселенной, ангелами-хранителями, но помните о том, что они всегда с вами, они вас ведут. Просто дело в том, что одна из, знаете, такая загвоздочка, такой момент. Мы с вами проживаем в материальном мире, и условно наши глаза, уши закрыты, мы некоторые моменты не видим в нашей жизни, а те наши помощники, которые рядом с нами, они проживают в нематериальном мире. И вот нам нужно с вами видеть эти подсказки, видеть эти знания. Поэтому вы должны понимать о том, что наступает время, когда, возможно, вам нужна поддержка, вам нужно понимание. Поэтому обращайтесь к высшим силам. Вот прямо сегодня, 1 января, когда такой вот сильный по своей энергетике день, когда каждый человек в Вселенную отправляют определенные посылы, а люди, как вы знаете, отправляют, когда свои желания, они, как правило, созидательные, отправляйте и вы. Просите то, что вы желаете, то, что вы хотите. Даже если у вас есть какие-то проблемы, если у вас есть какие-то события негативные, и вы не знаете, как их разрешить, не рвите сердце, потому что всему свое время. Каждый из нас должен пройти определенные жизненные уроки, чтобы стать сильнее, мудрее, терпеливее и так далее. Ну а если вы решите для себя, что вы именно хотите прямо сию секунду решить ту или иную ситуацию, не факт, что она у вас решится. Еще раз повторяемся, не спешите. Сегодня день должен быть уделен в первую очередь себе, своей семье, родным, близким, тем людям, которых вы любите, которых вы цените. И постарайтесь сегодня поддерживать тех, кто оказался где-то в тяжелой беде, в какие-то имеют проблемы или ситуации. Также сегодня очень важно, чтобы вы принимали помощь и отдавали эту помощь. Она может быть и на словах, она может быть и в материальном плане, но главное, это должно быть искренне идти от чистого сердца. Молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, друзья, она звучит следующим образом. «Дорогой Господи и ангелы, я отдаю вам это», и коротко опишите ситуацию, и далее скажите: «Сейчас и целиком я отступаю и даю возможность случаться чудесам».
Эти слова молитвы, друзья, вот в описании к этому видео. Ну и как мы сказали в начале видео, сегодня очень важно провести одну практику. Обязательно, даже если вы проснулись утром, умылись, прихорошились, то в любое время проведите эту практику. Даже если у вас очень большие проблемы, вы эту практику можете проводить несколько раз. Итак, что нужно сделать? Вам просто для начала нужно открыть кран и начинать умываться водичкой. Когда вы будете умываться, говорите следующие слова. Новый год начинаю. Неудачи себя смываю, успех привлекаю. Аминь. Эти слова вы можете хотя бы сказать 3 раза, пока умываетесь. Можно больше даже говорить. Но обязательно именно эти слова нужно проговаривать, когда вы именно умываете лицо. Это очень важно. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 1 января. Мы всем желаем мыслимых и немыслимых благ. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно заходите на наш канал. У нас много очень полезной, важной, нужной, интересной информации. У меня прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.